Всем здравствуйте! Сегодня наш второй урок практического онлайн-марафона по локонам, и он будет посвящен выпрямлению волос на брашинг, а также различным вариантам создания прикорневого объема. То есть мы рассмотрим гофре, какие они бывают, какие виды начесов бывают, но начнем мы с выпрямления на фен. То почему же так важно выпрямлять волосы клиенту именно на фен, а не утюжком, да, как в основном делают все стилисты, поскольку мы не парикмахеры. Когда мы выпрямляем волосы утюжком, то мы задаем направление волосам достаточно четкое, то есть они становятся прямыми, да, и если волосы очень сеченые на концах, то потом, когда мы будем их накручивать на плойку, то это прямые вот эти вот волосы, они могут выскакивать и давать нам такой неаккуратный рисунок. Это во-первых. А во-вторых, что на самом деле является самым главным, мы утюжком не можем никак придать объем у корней. А когда мы выпрямляем волосы на фен, волосы будут достаточно пластичны при накрутке, и самое главное, мы сможем им придать достаточно хороший прикорневой объем. Поэтому первое, с чего мы начинаем, это я покажу, как мы выпрямляем волосы, или еще, как говорят, шлифуем на брашинг. Если вы работаете парикмахером, скорее всего, эта часть урока вам будет не очень интересна, но если вы никогда не имели дела с феном, то смотрите, слушайте внимательно, в принципе, ничего особенно сложного здесь нет, поэтому, я думаю, вы сможете спокойно повторить это дома. Сегодня модель у нас Линочка, волосы просто высушенные, без выпрямления, да, без утюжка, то есть они, видите, имеют такую достаточно пористую структуру, немножечко волнистые. Если такие волосы мы начнем накручивать сразу, то рисунок будет не очень опрятным, не очень аккуратным, скажем так, жеванным, да. Поэтому мы, конечно, должны волосы выпрямить. То есть для того, чтобы потом, когда мы еще эти волосы накрутим, была идеально чистая, гладкая, красивая текстура. Поэтому я выделяю сейчас проборчик снизу и покажу вам, как мы будем выпрямлять на брашинг. Итак, что нам потребуется для выпрямления наших волос на брашинг? Первое – это фен. Часто спрашивают, какой у меня фен тоже. В принципе, на самом деле не имеет большого значения, у меня достаточно дорогой фен. Вы можете купить, в принципе, любой, чтобы он вас устраивал по мощности. Иногда мне приходится работать даже с маленькими, можно и маленькими работать, главное, чтобы он был мощным. И самое главное, чтобы у него была вот такая вот насадочка, да, которая придает направление нашему воздуху. И второе – это брашинг. Тоже не так принципиально, какой он продувной, не продувной. Мне удобнее работать брашингом из натуральной щетины, просто потому что я как-то к нему привыкла. Поэтому что мы делаем? Мы берем прядочку волос, которая будет, естественно, не шире нашего брашинга. То есть мы вот эту нижнюю часть волос делим на две части. И нашу расческу изначально подводим близко-близко к корням. И еще ее приподнимаем, да, то есть, как я уже сказала, мы должны волосы у корней именно приподнять. Поэтому, если мы будем выпрямлять, и здесь будет небольшая дырочка, да, такая, то никакого объема мы, конечно, не придадим. Поэтому мы заводим расческу и чуть-чуть приподнимаем ее у корня. Второе, я советую сразу прочесать, да, прядочку, потому что если там какие-то узелочки будут, то клиенту будет очень некомфортно, вы просто будете очень сильно тянуть. И после этого на горячем воздухе фена мы начинаем прогревать перпендикулярно нашей расчесочке эту прядочку прямо от корня. Сначала немножечко у корня мы можем ее, да, приподнять, а потом идем, то есть шлифуем всю прядочку вниз. То есть вот таким вот образом, прям вниз до конца. Если у нас сопло нашего фена попадает не на всю ширину пряди, тогда мы должны будем пройти слева, да, и потом справа. И можно несколько раз по кончикам. И теперь проделаем все то же самое, но уже с феном, включая горячий воздух фена.
Так, и то же самое мы делаем со второй прядочкой. То есть берем, ставим расчесочку у корня, поближе к корню, приподнимаем ее и только потом начинаем продувать. Но опять же, сначала прочешите, пожалуйста, прядочку, чтобы клиенту не тянуть, да, потом всю голову вслед за расческой. Это очень некомфортно. Клиенты потом не любят возвращаться к таким мастерам. После этого мы можем соединить нашу прядочку и пройтись еще аккуратненько по ней. И самое главное, хорошо прорабатываю кончики. То есть вот мы можем заметить, что волосы у нас уже достаточно гладенькие, да, такие имеют уже блеск достаточно здоровый, и они приподняты у корней, потому что если бы мы выпрямляли сейчас утюгом, то волосы были бы прям вот так вот по голове бы шли, да, а нам для наших и причесок, и в том числе, конечно, локонов любых типов, нужно, чтобы они изначально были приподняты, мы их еще потом будем подчесывать, и, в принципе, так будет намного симпатичнее, да, то есть форма головы, геометрия головы уже изначально на этом этапе будет намного приятнее восприниматься, нежели мы просто выпрямим все утюгом и у нас волосы лягут, скажем так, по черепу. Особенно если форма головы клиента сама по себе не очень красивая, то мы можем только подчеркнуть. И таким образом я сейчас буду выпрямлять всю голову. Итак, давайте теперь поговорим о следующем способе придания прикорневого объема, это гофре. Скажу вам так, в первый год или полтора даже работы я гофре не пользовалась вообще, и потом очень сильно об этом пожалела. Сейчас я гофре использую всегда при выполнении любой прически, а тем более локонов, да, потому что если мы в локонах не придадим объем у корней, тогда он просто будет нелепо смотреться внизу. Поэтому клиенты, которым делают локоны немножко непрофессионально, накручивают такой большой очень объем снизу, но не придают полноценный равномерный объем у корней, им обычно не нравится прическа на себе, и они обычно недовольны. Итак, как я сказала, использую я гофре практически всегда, но выбираю сейчас такой гофре, который практически незаметно на волосах, да? То есть клиент не будет дискомфортно с таким гофре, оно не будет выглядеть как вафли, да, как некоторые называют. Но как же выбрать такое гофре? Изначально все гофре разделяются по ширине полотна. Конечно, таким узким гофре неудобно прорабатывать всю длину волос, да, особенно когда нам нужно прогофрировать там 15, 20 или более сантиметров. Зато на легкий такой дорожный вариант легко помещается в сумочку, но это не профессиональная история, поэтому хоть она в принципе по рисунку полотна достаточно симпатичная, но работать им я не рекомендую. Но также я не рекомендую брать любое широкое полотно, которое попадется вам под руки, потому что,
допустим, вот это большое полотно плойка Babyliss, и, в принципе, легко, конечно, им работать, и многие стилисты, конечно же, на нем работают, но я от него ушла, потому что этот рисунок очень видно. Несмотря на ширину полотна, у него зубчики очень широкие и очень мягкие. То есть он дает не гофре, не изгиб волос, а нам нужно именно заломить волосы, чтобы вот эту кутикулу, как я уже сказала, лучше цеплялась, да, друг за друга, чтобы волосы были жестче, суше, еще мы их потом пропитываем обычной пудрой, то есть прям такой стойкий, хороший начес. Такой гофре, конечно, такого рисунка не даст, это будет больше волна, им нужно работать еле-еле нажимая, очень тонкими прядочками, поэтому я не рекомендую. Но, как я уже сказала, многие стилисты работают, и вообще хотела бы я обратить внимание, что будет вот 100 или 200 стилистов, у них у всех будет свой арсенал инструментов. Я вам просто рассказываю, как работаю я, да, через какие ошибки я прошла, то есть делюсь, скажем так, опытом. Я такое гофре не очень люблю, именно для тех причесок, которые выполняю я, да, и для локонов оно не очень подходит. Я советую выбирать гофре достаточно широкие, но чтобы зубчики были в нем маленькие и с достаточно частым шагом и очень-очень острые. Притом этот момент очень важен. Чем чаще будет шаг, и чем острее будут зубчики, и чем меньше они будут по высоте, тем менее заметный у вас будет гофре, и тем приятнее будет рисунок. То есть такое гофре, оно будет именно заламывать волосы, именно распушать их, именно делать жестче и суше. Но опять же, вот у меня в руках два вида гофре. Оба фирмы Dexp, да, которые я рекомендую. Вот это вот фиолетовенькая. Я вот всегда рекламирую, так скажем, ну, не на правах рекламы, но рекомендую покупать вот это фиолетовое гофре, потому что уж больно у него хороший шаг. Маленький жажочек, зубчики остренькие, да, и достаточно невысокие. А, допустим, та же самая фирма Dexp и голубое такое гофре, шаг уже выше, зубчиков меньше, и оно дает именно такую вафлю. Если вот таким гофре вы будете сильно стараться и прорабатывать густоту волос, да, ну, и длину, тогда у вас будет такая прям вафельница. То есть это именно тот эффект, который клиенты терпеть не могут, именно то, чего боятся все мастера. Поэтому я больше всего рекомендую, как я уже сказала, фирму Dexp, да, можно купить в ДНС, но вы можете купить любое другое полотно, ну, любое другое гофре. Самое главное, как я уже сказала, обращайте внимание на высоту зубчиков и на их шажки. И теперь давайте я покажу различные способы создания прикорневого объема. Итак, первый способ классический – это просто гофрирование волос, да? То есть как мы гофрируем? Берем тоненькие-тоненькие прядочки, это очень важно, они полупрозрачные. Полупрозрачные – это значит, мы должны видеть все, что за прядью, да, если мы ее как-то изогнем. Как только вы возьмете толстые пряди, то внутри волосы не прогофрируются, а сверху и снизу будет очень выразительный рисунок, и будет это смотреться некрасиво. То есть объема вы никакого не придадите волосам, будет только дурацкий рисунок, и вы потеряете время. Поэтому я обычно студентам на занятиях всегда говорю, если вы хотите гофрировать толстыми прядями, тогда не гофрируйте вообще, да, не тратьте время. Поэтому тонкую прядочку, и мы ее всегда оттягиваем перпендикулярно на 45 градусов от корня головы. А еще, конечно, лучше даже выше, потому что если мы прогофрируем, то есть прогреем еще в том числе волосы в таком положении, то когда мы отпустим прядочку, она у нас будет у корня приподнята. А если мы ее будем гофрировать вот в таком положении, то она, естественно, не приподнимется у корня. Поэтому приподнимаю на 45 и даже выше, и у корня я ставлю очень-очень хорошо, гофрирую, а потом еле-еле-еле-еле-еле опускаюсь вниз. То есть как будто прогреваю прядочку. И беру следующую прядь тоненькую. Опять 45 градусов, прогреваю, и потом раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, еле-еле опускаюсь вниз. Если вы не хотите такой очевидный рисунок, да, гофре в вашей прикорневой зоне, тогда я вам предлагаю следующий способ гофрирования. Это называется прядь через прядь, да, через одну прядочку. То есть мы одну прядочку берем и гофрируем, да, ну, как обычно, собственно. А следующую прядочку уже не гофрируем тоненькую. Потом берем следующую, опять гофрируем.
И следующую ниже уже не гофрируем. Таким образом, когда вы потом все счешете, у вас рисунок будет менее такой выразительный, да? То есть вам будет работать с ним, ну, как бы легче. Видите, даже здесь вот видно, что так намного мягче смотрятся волосы. Следующий способ гофрирования – это гофре на начес. Что это такое? Если у вас очень выразительный рисунок гофре, и вы не хотите, чтобы у вас смотрелось как вафелька, вы берете тонкую прядочку волос, начесываете ее, то есть начесываете не плотно, видите, больше петельки как будто взбиваем, вот такие петли. И потом эти петли прогреваем, да, по ним проходимся гофре. То есть таким образом, потом, когда вы счешете эти петельки обратно, рисунок гофре, скажем так, уедет, и у вас он не будет такой очевидный. Можно то же самое делать, да, как один из способов создания прикорневого объема, если вы забыли вдруг гофре, да, ну так случилось, либо что-то с ним, не дай бог, произошло. То же самое можете делать утюжком, то есть вы берете тоненькую прядь волос, подчесываете петли и проходите сверху утюгом. Волосы очень сильно распушаются в таком случае, но не всегда это хорошо, потому что когда они сильно распушены, да, вот так вот достаточно на видимых участках и в окололицевой зоне, тогда нам нужно потом будет это максимально как бы счесать, а вот эти заломы, да, которые мы придали начесам, они прогреваются и они остаются, то есть мы их чесать не сможем, потому что волосы уже зафиксированы, получается, в таком положении. Поэтому я вам не советую так делать. И еще один из способов начеса – это когда мы прядочку начесываем и прогреваем у корня плоечкой. Но этот способ мы уже рассмотрим в следующем уроке. Пока, я думаю, скажем так, достаточно. Надеюсь, тоже что-то новое вы узнали и о гофре, и о подготовке волос. И перейдем к домашнему заданию. Итак, домашним заданием на этой неделе будет, как вы уже, наверное, догадались, подготовка волос, то есть создание прикорневого объема. Но, и как я обещала, творческие, да, такие задания, но и все-таки они практические, да, вы все-таки должны видеть именно на практике результат там, правильной и неправильной работы. Поэтому я хочу, чтобы вы взяли, ну, либо живого, да, человека, скажем так, модель, либо, если у вас некого позвать, то болванку, помыли ее, да, как нужно, разделили голову пополам, то есть вот так вот ровно пополам, и одну часть вы, пожалуйста, выпрямите на брашен, как я показывала, и потом пройдитесь легким-легким гофре, тоненькими прядочками, всю эту половину головы, а другую часть головы оставьте как она есть. И после этого сделайте две фотографии. Одну фотографию — это там, где вы подготовили как надо, да, где уже у нас должна быть такая объемная, красивая такая часть, да, то есть форма черепа у нас уже, получается, будет более ну, выровненная, волосы у нас будут гладкими, блестящими, то есть, да, подготовленные к работе. А с другой стороны у нас уже ну, у нас сохранится такая небрежная структура волос, достаточно должны быть такие ну, не блестящие, скучные, да, такие волосы. Ну и обычно, если волосы просто просушить, они достаточно пушистые, ну, естественно, не объемные у корней. То есть вот я от вас буду ждать две фотографии. И мне хотелось бы сразу отметить следующий вопрос, да, это касается всех следующих уроков, да, и всех следующих домашних заданий. Когда я даю домашние задания, в принципе, я всегда проговариваю, что именно нужно сделать. Но почему-то каждый марафон мы сталкиваемся с тем, что ну, как будто не слышат, да, к сожалению, участники марафона. Поэтому, пожалуйста, обратите внимание, что мы оценки за марафон выставляем, не обращая внимания на то, работающий вы мастер или не работающий. То есть мы в основном, как правило, просто смотрим, если мы попросили прислать две фотографии, и нам прислали две фотографии и подписали, то мы уже обычно ставим высший балл, понимаете? Если вы пришлете одну фотографию в темноте, и мы даже не поймем, подготовлены это волосы или нет, нам просто придется снизить баллы. Поэтому я очень вас прошу всегда слушать внимательно, если там не получается внимательно слушать, записывать, что именно я хочу услышать в качестве, увидеть в качестве выполненного домашнего задания. Поэтому, еще раз повторяю, на этой неделе две фотографии, то есть волосы
без подготовки волос, да, одну часть, и волосы выправлены на брашинг и хорошо прогофрированные не глубоким хорошеньким гофре на другой стороне. Что делать, если у вас гофре глубокое, да, и нет возможности сейчас купить, заказать, или вы не успеваете, да, всего несколько дней на выполнение заданий? Тогда вы берете это гофре достаточно глубокое, как я его называю, да, вафелька, как я сказала, и еле-еле нажимаете на него. Тоненькими прядочками, еле-еле, мы сами так иногда работаем, когда, ну, тоже нет, да, гофре, или взяли случайно другую. Ничего страшного, все равно будет это выглядеть достаточно прилично. Поэтому всем удачи, будем ждать выполнения домашних заданий и до следующего урока.